Друзья, привет! Про автомобиль, о котором пойдет речь в этом выпуске, сказано и написано так много, что ко всему изложенному вряд ли можно добавить что-то новое. Но один из них будет выставлен на ближайшем аукционе, и пройти мимо него мы не смогли. Значит, сегодня поговорим о самом первом поколении Ford Thunderbird. В конце 40-х годов 20 века из Европы за океан хлынул поток Jaguar, Triumph и MG. Их активно ввозили возвращающиеся на родину американские военные. Небольшие, легкие и быстрые спортивные автомобили стали активно набирать популярность. А местные производители, осознав, какую долю рынка они теряют, принялись незамедлительно готовить им собственную альтернативу. Самым шустрым среди них оказался General Motors, представив в 1953 году Chevrolet Corvette. Считается, что появление модели Thunderbird в линейке Ford стало ответом на GM-овский спорткар. Исторические источники пестрят фактами о том, как корпорация Ford шпионила за своим конкурентом, строила против него заговоры, противодействовала каждому его шагу. При этом нередко можно услышать претензии в адрес руководства Ford, что, дескать, они упустили нужный момент, потеряв целых 2 года, пока на рынке продавался Corvette. Однако бытует и другое мнение. Утверждается, что на самом деле разработка подобного типа автомобиля велась одновременно с GM. Как гласит легенда, еще в 1951 году вице-президент Ford Льюис Крузо и главный дизайнер Джордж Уокер, посетив парижский автосалон, шли по одной из улиц французской столицы, когда Крузо, указав на припаркованный спортивный автомобиль у обочины, задал вопрос Уокеру: «Почему мы не можем создать что-то подобное?» Не дожидаясь возвращения в Дирборн, Уокер связался с дизайнером Фрэнком Херши, поручив ему соответствующую задачу. Уже к маю 1953-го была закончена глиняная модель, а в сентябре Крузо дал добро на создание предсерийного прототипа. Он был представлен публике в феврале 1954-го на Детройтском автосалоне и получил теплый прием. Кстати, еще перед началом производства рассматривался вариант нарядить кузов элементами хромированной отделки в стиле Fairlane, но идею отбросили еще до того, как первые серийные автомобили сошли с конвейера. Производство началось в сентябре 1954 года как модель 1955. Когда первые автомобили попали в руки журналистов, в адрес новинки посыпалась критика о том, что на деле первый спортивный автомобиль Ford оказался слишком мягким и роскошным. И в прессе часто появлялись разочаровывающие статьи. В то время Ford пытался избавиться от своего имиджа производителя доступных, надежных, но неинтересных автомобилей для широких масс. У компании была возможность внимательно изучить ситуацию на рынке, и в то время как продажи Corvette в первые годы оставляли желать лучшего, появившийся персональный автомобиль, коим окрестили Thunderbird, ждал ошеломительный успех. Хотя в какой-то момент Ford уже были готовы заморозить разработку. Считается, что только волевое решение самого Генри Форда II, верившего в будущее Thunderbird, спасло проект от закрытия. Угадав вкусы американцев, популярность родстера превзошла все ожидания. В день начала продаж дилеры приняли около 3500 заказов. В результате в 1955 году на один проданный Corvette пришлось 23 Thunderbird. Всего за тот год было продано 16 155 единиц.
Итак, модель представляла собой двухместный родстер, имевший, как ни странно, стандартную съемную жесткую крышу. Мягкий верх был опцией, за которую надо было доплатить $75. Под капотом установили лучшую в линейке компании, пусть и позаимствованную у подразделения Mercury, V-образную восьмерку объемом 292 кубических дюйма. При этом в паре с трехступенчатой механической коробкой передач с овердрайвом Borg-Warner или без него он выдавал 193 силы, а с трехступенчатой автоматической Ford-O-Matic 198. Кстати, этот же самый мотор ставился в то время на полицейские седаны Ford. Изначально задумывалось, что Thunderbird будет оснащен мотором с впрыском топлива, но когда было принято решение в пользу карбюратора, обнаружились сложности с размещением воздушного фильтра. Вот так на капоте появился стилизованный воздухозаборник. Из характерных стилистических решений можно выделить декоративные жалюзи на передних крыльях, прикрытые задние колесные арки и хвостовые плавники с треугольниками заднего хода. В качестве шасси была использована конструкция, которая применялась в других моделях Ford. Лестничная рама с X-образной поперечиной, независимая пружинная подвеска спереди и ведущий мост на полуэллиптических рессорах сзади. Для лучшего распределения веса двигатель установили за передней осью. Несмотря на стальную конструкцию кузова, Thunderbird оказался быстрее Corvette, разгоняясь до 185 км в час. Что же касается оснащения, то здесь была немыслимая роскошь для британских спортивных машин 50-х годов. Например, электропривод сидения в 4 направлениях, тогда как у большинства островных автомобилей даже не было откидных сидений. За дополнительную плату была доступна регулируемая по углу наклона и по вылету рулевая колонка, электрические стеклоподъемники и радиоантенна. С переходом на 56-й модельный год Thunderbird получил несколько тонких изменений. В жесткой крыше появились знаменитые боковые иллюминаторы в ответ на критику на недостаточную обзорность. Чтобы увеличить багажник, пространство которого съедало запасное колесо, его перенесли на специальное крепление на заднем бампере. Такая опция получила название Continental. Выхлопные трубы тоже были изящно интегрированы в задний бампер. К кромкам лобового стекла добавили небольшие ветровички, а в передних крыльях появились прямоугольные вентиляционные отверстия для подачи холодного воздуха в пространство для ног. К стандартному мотору добавили более мощную версию объемом 312 кубиков. Всего была построена 15 631 единица. Для 1957 года Ford выпустил новую линейку полноразмерных автомобилей, в результате чего подобные новшества нашли свое отражение и в Thunderbird. Став более длинным и низким, он получил новый передний бампер с широкой решеткой радиатора. Интегрированный выхлоп стал еще более выраженным. Задний свес удлинили, а крылья получили более острые плавники, но теперь без треугольных огней. В увеличившийся багажник вновь удалось спрятать запаску. Еще одним необычным изменением стал переход с 15-дюймовых дисков на 14-е. В салоне появилась иная панель приборов с круглым спидометром, а также система Dial-O-Matic, отодвигающая сиденье назад при выключении зажигания для удобства выхода. Базовым мотором для 57-го модельного года был все тот же силовой агрегат объемом 292 кубика, отныне выдававший 212 сил. А 312 теперь имел две вариации: 245 сил с индексом D-код и 270 с индексом E-код. Модель оказалась успешней своих предшественников. Было продано 21 380 единиц, на 37% больше, чем в предыдущем году.
Стоит еще рассказать про эксклюзивный вариант с дополнительным сиденьем, так называемый Rumble Seat, под которое переоборудовался багажник, как у довоенных автомобилей. Утверждается, что доказательств того, что завод когда-либо предлагал его в качестве опции, на самом деле нет. Возможно, она предлагалась клиентам Thunderbird на вторичном рынке. Известно лишь, что компания, которая делала подобные модификации, находилась в городе Бербанк. Какие-то источники утверждают, что был выпущен всего лишь один такой автомобиль, другие допускают существование от 2 до 5 подобных конверсий. В любом случае трудно представить, как туда садиться и выходить, не поцарапав краску. Компания Ford активно принимала участие в гоночных программах, в частности, в серии NASCAR. По регламенту 1957 года можно было использовать двигатели с нагнетателем или впрыском топлива. Для homологации требовалось произвести не менее 100 серийных автомобилей с подобными силовыми агрегатами. С целью подготовки к гоночной программе доработкам подвергли 3 модели, оснастив их все тем же двигателем объемом 312 кубических дюймов с нагнетателем Macalach VR57 Phase One, выдававшим 340 лошадиных сил. Двухдверных седанов Custom в таком исполнении было построено 65 штук, кабриолетов Fairlane 20. И в их компанию добавили еще 15 компрессорных Thunderbird, получивших приставку в названии Phase One. Внешне их можно было отличить по открытым задним колесным аркам и отсутствием белых полос на шинах. Также у подобных версий не было ремней безопасности, усилителя руля и тормозов, а коробка передач была только механической. Чуть позднее к этой модификации, разработанной в гоночных целях, добавили Phase 2, поступившую в свободную продажу. Его мощность составляла 300 сил, и он уже был доступен со всеми опциями. Таких версий было произведено 194 единицы. А еще на основе Thunderbird 1957 года были построены 2 одноместных гоночных автомобиля, получивших прозвище Battlebird. Это был экспериментальный проект компании Ford, который поручили выполнить калифорнийской мастерской Peter de Paulo Engineering в пригороде Лос-Анджелеса Лонг-Бич. За дело взялись Джимми Треверс и Фрэнк Кунс, известные в автомобильных кругах конструкторы гоночных автомобилей. Борясь с уменьшением веса, из алюминия выполнили двери, капот и багажник, убрали бамперы и обшивку салона. Остальные диски заменили на магниевые Heli Brand. Для улучшения аэродинамики за водителем установили задний обтекатель, вместо лобового стекла небольшой пластиковый щиток, а фары получили специальные прозрачные колпаки. Подвеска и тормоза были модернизированы, выхлопные трубы вывели сбоку. Автомобиль с номером 98 на борту получил уже знакомый нам двигатель 312 кубических дюймов, но с системой впрыска топлива Hilborn, нагнетателем Macalach и зажиганием от магнита. Он выдавал мощность примерно 350 сил, а по некоторым источникам почти 400. А на машину с номером 99 установили V-образную восьмерку объемом 430 кубиков от Lincoln с похожими характеристиками. На тот момент не нашлось подходящей американской четырехступенчатой коробки передач, поэтому был адаптирован агрегат от Jaguar XK120. В феврале 1957 года Thunderbird с номером 98 под управлением гонщика Чака Дэя принял участие в скоростных заездах на прямой Дайтона-Бич. Но из-за выхода из строя нагнетателя заезд не был засчитан. При этом утверждается, что болид успел преодолеть отметку в 200 миль в час. Повторив попытку без компрессора, он занял 3-е место в общем зачете. Вторая машина с мотором Lincoln не показала выдающихся результатов, разогнавшись до 165 миль в час. Впоследствии 98-й номер участвовал в гонках на трассе местного аэропорта, где гонщик Марвин Панч занял 2-е место, уступив Феррари под управлением Кэрола Шелби. После участия в различных заездах и соревнованиях автомобили были проданы в частные руки.
Один из их владельцев в начале 60-х сдал машину с двигателем Линкольн в аренду киношникам, снимавшим фильм «Вива Лас-Вегас», где в главной роли участвовал Элвис Пресли. Знаменитый певец в одной из сцен должен был ехать на этой машине, но во время подготовки к съемкам спорткар разбил один из членов съемочной группы. Пришлось оперативно заменить Форд на Эльва. Примерно в 2017 году были обнаружены останки автомобиля, и после двухлетних работ по его восстановлению впервые он появился на публике в 2019 в Гудвуде. Что же касается варианта с двигателем Ford, то в последний раз он засветился в августе 2010 в Монтерее. Тогда Sotheby's продал его за $280,5 тысяч. В настоящее время он выставлен в музее Three Dog Garage в пенсильванском Бойертауне. В своем первоначальном виде классический двухместный Thunderbird просуществовал всего 3 года, прежде чем его сменил первый четырехместный кабриолет в 1958-м. За это короткое время он стал неизменным символом популярной культуры 50-х. Его владельцами были многие знаменитости, в том числе и создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг. После продажи прав на книгу «Казино Рояль» он обзавелся черным Thunderbird 1956 года. Такой же черный родстер того же модельного года был и у Мэрилин Монро. Именно на нем она отправилась на собственную свадьбу в Нью-Йорк, чтобы выйти замуж за Артура Миллера. Thunderbird 55-го был в собственности у Фрэнка Синатры, а 57-го у актера Ника Адамса, а также знаменитых певиц Нэнси Синатры и Барбары Стрейзанд. У последней, кстати, было 2 машины 1957 года в черном и в белом цвете. А вот спортивный родстер, из-за которого появился наш сегодняшний выпуск, принадлежал легендарному американскому актеру кино и театра, а также большому автомобильному энтузиасту Хамфри Богарту. Снявшись в более чем 80 кинолентах, он стал настоящей иконой американской кинематографической культуры. Детективный нуар «Мальтийский сокол» 41-го. Оскароносная драма «Касабланка» 42-го. Приключенческий вестерн «Сокровища Сьерра-Мадре» 47-го. Вот яркие примеры его насыщенной актерской карьеры. Спустя много лет после его смерти Американская киноакадемия признала его величайшей звездой классического голливудского кино. Этот самый Thunderbird Хамфри решил приобрести взамен своего любимого Jaguar XK 120 с механической коробкой передач, которую он в свое время приобрел одним из первых в Соединенных Штатах. К середине 50-х годов он стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, и переключение передач на автомобиле доставляли ему неудобства во время поездок. Собранный на заводе Dearborn в первые месяцы 56-го, изначально Thunderbird был белым, но по просьбе будущего владельца он был перекрашен в серый цвет Slate Grey, такой же, каким был Jaguar. К сожалению, Хамфри Богарту практически не удалось поездить на этом автомобиле. В том же самом году, когда он приобрел новый Thunderbird, ему диагностировали рак пищевода, после чего здоровье стало только ухудшаться. 14 января 1957-го его не стало. После его смерти Thunderbird оставался в семье вплоть до 1959-го, когда его вдова Лорен Беккл решила продать его Лину Ункеферу из Беверли-Хиллз.
сотруднику киностудии «20 век». С того самого времени и вплоть до 80-го он оставался в семье Ункефер, где на нем ездила его супруга Бетти, проехавшая на родстере почти 90 тысяч миль. Затем, в начале 80-х, автомобиль попал в коллекцию Роя Риу, где был представлен в качестве экспоната до 98 года, когда он был продан на аукционе за рекордную цену. К сожалению, найти информацию о том, за какую сумму он сменил владельца, нигде не удалось. Покупателем стала компания Job Collection, расположенная во Флориде, и она продолжительное время выставляла автомобиль знаменитого актера в своей экспозиции, пока ее не приобрел текущий владелец, имя которого неизвестно. Спортивный родстер сохранил тот самый цвет, в который его перекрасил Хамфри Богарт. 19 августа 2022 на аукционе Quail Lodge, что в калифорнийском Кармеле, Боннамс выставит его на торги, где попытается выручить $75–125 тысяч. И по традиции пару слов о рынке Thunderbird. По мере того, как последующие модели за 50 лет увеличивались в размерах, самые первые родстеры постепенно превращались в разряд коллекционных. Становясь все более желанными, они росли в цене по сравнению с последующими 10 поколениями. Средняя цена уже долгое время держится в пределах $40–45 тысяч. При этом, как ни странно, тон задают более поздние варианты 1957 года. Их средняя стоимость составляет примерно 50 тысяч. Как мы видим, в разряд миллионных сделок Thunderbird не попадают, но и тут есть весьма любопытные сделки. Вот, например, редкий экземпляр 1957 года с 312-м мотором с индексом F-Code, тот самый, выдававший мощность 300 лошадиных сил. Считается, что в золотистый цвет Sun Gold был окрашен единственный Thunderbird в такой версии. В мае 2019 в Индианаполисе он ушел с молотка за 297 тысяч. Там же реализовали еще одну машину с аналогичным двигателем, но выполненную в цвете Willow Green, коих было построено всего 3 экземпляра. Ее цена составила 264 тысячи. А самым дорогим стал вот этот черный Thunderbird 55-го модельного года с VIN-номером 005. Произведенный 9 сентября 1954-го, он был одним из первых серийных автомобилей, поступивших в продажу. Именно его в октябре того же года сотрудники журнала Sports Illustrated использовали как тестовый автомобиль и опубликовали впоследствии статью под названием «Испытание Thunderbird». Он же фигурировал в иных журналах, книгах, рекламных брошюрах и телевизионных шоу. В январе 2009 года в аризонском Скоттсдейле Барретт Джексон продал его за фантастические $660 тысяч. Но справедливости ради, стоит отметить, что в марте 2021 на том же аукционе Барретт Джексон цена продажи оказалась почти в 2 раза меньше – 374 тысячи. А за сколько продадут героя нашего выпуска, мы узнаем уже совсем скоро. На сегодня все. Спасибо, что не переключались. Заходите, полистаем автоархивы. До встречи.